Для создания этого подсвечника я взяла пластиковую баночку от сметаны и наклеила изнутри листья. Идея сделать такой подсвечник пришла ко мне, когда я делала вазу, также используя листья и гипс. Слева вы можете видеть эту вазу в процессе работы, а на канале уже есть ролик о том, как я ее делала. Я заливала гипс для вазы, а из остатков решила сделать подсвечники, не пропадать же материалу. Я использую клей ПВА, кладу рельефной стороной наружу. Листья прихватываются не сразу. По мере высыхания клея я снова и снова прижимаю их к баночке. Когда листья приклеились, я залила форму разведенным в воде гипсом, пропорция 1:1. В процессе создания вазы я сделала еще один подсвечник из баночки от сметаны. И там сразу, еще в жидкий гипс, положила круглую свечу, чтобы создать для нее углубление. А тут забыла. Правда, вспомнила не совсем поздно и сделала углубление по размеру свечи. Вначале ножом, затем палочкой от мороженого, так края ровнее. Когда гипс подсохнет, снимаю пластик и удаляю листья. После этого даю гипсу высохнуть окончательно. Немного затираю края наждачной бумагой, чтобы они были гладкими и аккуратными.
Окрашиваю весь подсвечник акриловой краской. Углубление для свечи я окрасила после высыхания остальной поверхности. Теперь добавлю желтого оттенка. Делаю мазки сухой кистью с небольшим количеством краски. Добавляю не столько цвет, сколько свечение. Так рисунок будет отчетливее. Сильнее выделю нижний и верхний края. После высыхания желтого добавлю золотого блеска. Также сухой кистью прохожу по всей поверхности подсвечника. В конце покрываю паркетным лаком. Подсвечник готов.